Не у каждого города есть свой небесный святой покровитель, а у немецкого Аусбурга их аж целых 3. Треугольный гранитный фонтан перед Аусбургским собором Девы Марии изображает 3 святых покровителей епархии города: епископа Улиха с поднятым крестом и верхом на коне, святую Афру с шестом, из которого вырываются языки пламени, и епископа Симперта, благословляющего маленького ребенка. Все 3 святых покровителя имеют особую связь с Аусбургом. Композиция была создана мюнхенским скульптором Йозефом Хонзельманом по случаю 2000-летия Аусбурга в 1985 году на Соборной площади. Вы на канале Заметки жизни, и я Георгий Кун. Здравствуйте! Сегодня я вам представлю небольшую зарисовку о столице Швабии, городе Аусбурге. Аусбург – один из старейших городов Германии, основан около 15 года нашей эры как римский военный лагерь, а впоследствии стал столицей римской провинции Реция. Тогда он носил имя Аугуста Винделиум в честь римского императора Августа Октавиана, что впоследствии трансформировалось в современное название города Аусбург. Отголоски римского периода сохранились в гербе города. Зеленая сосновая шишка на золотой капители, расположенная на красно-серебряном щите аусбургских князей-епископов. Прообразом для композиции послужило обнаружение в 1467 году древнеримского обелиска с сосновой шишкой на капители, вероятно, верхушки римской гробницы некого Марка Аврелия Каруса. С тех пор ее стали изображать на гербе вместо винограда. К сожалению, в Аусбурге очень мало осталось от прошлого столицы римской провинции Реции. Одним из таких мест является так называемая Римская стена возле Аусбургского собора. Сама Римская стена была построена в середине 20 века, и возле нее были выставлены римские древности, в том числе и с надписями, найденные во время раскопок в городе. Со временем оригиналы были перенесены в Римский музей, располагавшийся в бывшей доминиканской церкви Святой Магдалины, а возле стены выставлены копии. В связи с реконструкцией здания церкви сейчас римская экспозиция музея временно размещена в помещении бывшего арсенала. Хотелось бы отметить, что во время наполеоновских войн из церкви Святой Магдалины была вывезена во Францию известная скульптура Марии Магдалины, работы представителя Ульмской художественной школы Георга Эрхарта. Теперь экспонируется в Лувре. Но вернемся еще немного к римским древностям. Небольшие клады золотых и серебряных монет в городе находят постоянно. Но вот в 2021 году на северо-западе Аусбурга, в районе Оберхаузен, во время археологических раскопок был обнаружен так называемый Аусбургский серебряный клад, содержащий почти 5600 римских динариев 1 и 2 веков. Монеты имеют высокое содержание серебра и общий вес более 15 килограмм. Это крупнейший клад римских монет, найденный в Баварии. Часть этого клада выставлялась после реставрации в Римском музее. Чтобы вы могли оценить весомость найденного, по древним меркам эта сумма была огромной и составляла примерно 11-15 годовых жалований легионера. Сам же Аусбургский кафедральный собор считается одним из важнейших церковных зданий в Баварии и одной из самых посещаемых достопримечательностей города Аусбурга. В 1690 году Аусбургский собор служил церковью коронации Иосифа I как императора Священной Римской империи и его жены Элеоноры как императрицы. Первое упоминание о соборе Святой Марии датируется 822 годом, но церковь на этом месте существовала с IV века, что подтвердили археологические исследования. Первоначальная трехнефная базилика в романском стиле в XIV веке была перестроена и расширена, и приобрела готические формы. Величественный высокий храм с 2 башнями колоколен, оставшихся в романском стиле, богато украшен скульптурами как снаружи, так и внутри. Великолепный южный портал восточного хора, созданный мастером Генрихом Парлером около 1356 года, представляет собой парадный фасад, обращенный к городу. Входной портал расположен между 2 контрфорсами и оформлен ажурными панелями и фризами. В косяках портала помещены фигуры апостолов, а на центральном столбе Богоматерь. Ручки дверей в виде львиных голов. Внутреннее убранство – это симбиоз, где переплетаются, дополняя друг друга элементы романского и готического стилей. Центральный неф восходит к Романскому собору, построенному в 995 году, к которому были добавлены готические крестово-ребристые своды. А вот романская двойная крипта под западным хором сохранилась в первозданном виде.
Из первоначального убранства храма так называемого Аттоновского времени внутри западного хора, отделенного каменной перегородкой, сохранился каменный епископский престол XI века. Два присевших льва поддерживают полукруглое кресло. На стене храма огромное изображение святого Христофора от 1491 года. И если скульптуру святой Магдалины из Доминиканской церкви увезли в Лувр, о чем я уже говорил выше, то страдающего Христа в терновом венце Эсце Хомо, натуральную величину, созданную в 1630-31 годах тем же Георгом Петтелем, переместили в собор Святой Марии. В соборе несколько готических алтарей, в том числе и многостворчатых, а также панели 4 алтарей восточных колонн, написанные Гансом Гольбейном-старшим в 1493 году. Интересна впечатляющая галерея портретов епископов, работа над которой началась в 1488 году и продолжается до сих пор. Те из них, кто был причислен к лику святых в католической церкви, имеют соответствующие нимбы. Жемчужиной собора являются его красивейшие витражи. Этот, например, позднеготический витраж работы Петера Хемпеля фон Андлау, созданный около 1490 года. Но самый знаменитый из них – так называемые окна пророков, 5 витражных панелей, являющимися старейшими сохранившимися в мире большими витражами. Они датируются серединой XII века и являются остатком интерьера Романского собора. Первоначальное место их расположения был верхний световой фонарь Нефа. Теперь они установлены в верхнем ярусе южной стены Нефа. Сохранились изображения пророков Ионы, Даниила, Осии, Моисея и царя Давида. Над головами фигур написаны их имена, и каждый из них держит свиток с цитатой из одного из своих писаний из Библии. За исключением царя Давида, который носит корону, другие фигуры можно распознать как евреев по еврейским шляпам. Еврейская шляпа – иконографическое изображение полусферической или конической широкополой шляпы с набалдашником на тулье. Произошла от простой персидской шапки, которая была распространенным предметом одежды. Эта шляпа использовалась в книжных иллюстрациях и других изображениях с XI века, чтобы обозначать принадлежность людей к еврейской национальности. Она берет свое начало от еврейского костюма того времени, но с XIII века была предписана евреям к обязательному ношению как позорный символ по антисемитским причинам. Интересно, что изменение колера витражей по сравнению с исходным состоянием различны в зависимости от цвета. Красные и зеленые стекла оказались особенно стойкими, тогда как остальные потемнели. В Аугсбургском соборе есть два больших органа – орган Марии и орган Магнификат. Они современные. Первый был построен в 1904 году на 36 регистров, второй в 1988 году на 42 регистра в неоготическом стиле. Несколько человек, занимавших должность соборных органистов в разные годы, были известными органными композиторами. Непосредственно рядом с Аугсбургским собором построен епархиальный музей Святой Афры для экспонирования сокровищницы собора и других церковных произведений искусства. Музей частично разместился в исторических зданиях, а также в новом здании, открытом в 2000 году. Там же экспонируется оригинальная бронзовая дверь, старейшее произведение искусства собора. Старая бронзовая дверь Аугсбургского собора является одним из 12 важных романовских бронзовых порталов в Европе и одним из лучших образцов средневекового литейного искусства к северу от Альп. Неравные по размеру дверные створки украшены 35 литыми бронзовыми рельефами и являются одним из старейших бронзовых порталов с фигуративными изображениями. Аугсбургские бронзовые двери, вероятно, были созданы в аттоновское время между 995 и 1006 годами. Двери с изображением ветхозаветных персонажей и средневековой животной символикой имеют сходство с итальянскими и византийскими бронзовыми дверьми того же времени. В 2000 году на южной стороне собора вместо романской бронзовой двери была установлена новая портальная дверь. Мюнхенский скульптор Манс Фалер создал ее с 28 бронзовыми рельефами на библейские сюжеты. Из литейного искусства необходимо отметить два старинных колокола, так называемые колокола Феофила. Находятся они на Северной башне. Они были отлиты между 1070 и 1075 годами, в то время, когда возводились башни собора.
На капюшоне у них есть 4 отверстия, так называемые форамины, которые производят звонкие звуки. Оба колокола звонят вручную и только по особым случаям. Всего же на башнях собора 8 колоколов. 2 колокольни собора видны из большей части центра Аусбурга. Высота этих зданий составляет 62 метра, что делает их одними из самых высоких зданий в историческом части города, наряду с башней базилики Святого Ульриха и Афры и башней Перлах. Башня Перлах или Перлахтурм высотой 70 метров в старой части Аусбурга, первоначально построенная как сторожевая башня в 989 году, сейчас является достопримечательностью старого имперского города вместе с соседней ратушей. Перлах, изначально построенная в романском стиле, за свою более чем тысячелетнюю историю претерпела многочисленные реконструкции и расширения и служит сегодня как смотровая башня, а до этого выполняла функцию и пожарной. Свой нынешний облик в стиле барокко башня получила во время строительства новой ратуши Аусбурга в 1612-1618 годах, перестроенная известным городским архитектором Элиасом Холлем. На башне установлены часы и пожарный колокол, право звонить в который имел только городской голова. На башне есть табличка, сообщающая, что ее название происходит от латинского слова «перлего» – «читать», так как площадь перед Перлах использовалась как место для объявления общественных муниципальных объявлений. В дни, близкие к 29 сентября, католическому дню Святого Михаила, в самом нижнем окне башни Перлах появляется фигура, изображающая архангела Михаила. В этот день дети собираются на площади у ратуши и громко считают, пока механический ангел под ритм звона колоколов наносит удары дьяволу, лежащему у его ног. Затем в небо запускают шарики. «258 ступенек ведут на смотровую площадку. Оттуда открывается вид на весь Аусбург. Когда с предгорья Альп дует ветер фен, на башне вывешивается желтый флаг, а с башни открывается вид на Альпы». Но самой высокой башней города с 1594 года является 93-метровый луковичный купол католической базилики святых Ульриха и Афры, так называемая башня Афры, которая стала образцом для церквей в стиле барокко Баварии. Собор святых Ульриха и Афры – римско-католическая приходская церковь, а с 1937 года папская базилика, находящая под прямой юрисдикцией Святого Престола и вверенная Папе Римскому. Это одно из последних крупных церковных сооружений в стиле поздней готики в Швабии. Является также и паломнической церковью, где находятся гробницы святых Аугсбургской епархии Ульриха, Зимперта и Афры, а во время существования Бенедиктинского монастыря и соборная церковь императорского аббатства. Это памятник национального значения, где в 17 веке дважды короновались императоры Священной Римской империи. Церковь стоит на месте, где уже располагалось несколько церковных зданий, начиная от церкви позднеримского периода по 15 век. Нынешнюю церковь начали строить в 1467 году в стиле поздней готики, а в 1607 году было совершено ее окончательное освящение. Собор построен из кирпича, хотя в более старых частях здания для порталов, контрфорсов и ажурной отделки использовался бутовый камень и оштукатурен в белый цвет. На южной стороне фасада установлены солнечные часы. Главный алтарь вместе с двумя боковыми алтарями представляет собой выдающийся пример южно-германского возрождения, хотя в них уже прослеживаются многочисленные элементы раннего барокко. Присутствуют и элементы в готическом стиле. По этой причине алтарный ансамбль хорошо вписывается в позднеготический зал. Алтари созданы между 1604 и 1607 годами выдающимся скульптором и резчиком по дереву южно-баварского позднего ренессанса и раннего барокко Гансом Деглером. Созданы по мотивам трех важнейших христианских праздников – Чудо Пятидесятницы, Рождение и Воскресение Христа. Алтари высотой 23 и 21 метр и содержат 270 отдельных фигурок. В центральном нефе расположена и бронзовая группа распятия, созданная скульптором Гансом Райхле и отлитая Вольфгангом Нейдхартом. Сцена с изображением Христа на кресте, Марии Магдалины, Девы Марии и апостола Иоанна у подножия креста была установлена в 1605 году.
Собор имеет 3 органа, 2 стационарных и 1 подвижный. А звонница собора состоит из 10 колоколов, один из которых XII века. Необходимо отметить, что католические традиции здесь мирно уживаются с протестантскими. К северной части собора перпендикулярно примыкает протестантская церковь святого Ульриха с очень красивым интерьером в стиле барокко. Небольшая церковь имеет 2 органа, причем главный содержит 48 регистров. Эти соборы самые посещаемые в Аусбурге объекты как среди верующих, так и среди туристов. Вообще храмов в Аусбурге много, но я хочу рассказать еще о 3, и вы поймете почему. Протестантская церковь Барфюсер-Кирхе в старом городе была построена в XIII веке францисканцами, или как их еще называют, барфюсерами, босоногими. Имеет интересную и славную историю. Она была главной церковью первого францисканского монастыря Германии. В 1535 году, во время реформации, церковь стала первой протестантской церковью в Аусбурге. В 1757 году в церкви был установлен великолепный орган, созданный аусбургским мастером Иоганном Штайном. В октябре 1777 году Вольфганг Амадей Моцарт играл на этом органе во время своего турне. Следует отметить, что отец Моцарта купил своему сыну дорожное пианино мастерской Штайна, на котором Вольфганг Амадей играл в течение многих лет. Орган и все убранство храма в стиле барокко погибло во время пожара после бомбардировки города в феврале 1944 года. Уцелели только стены. И вот тут мы подходим к самому интересному. После войны былое убранство восстанавливать не стали, а отстроили, так сказать, в упрощенном виде. Но это и создает тот эффект воздействия на посетителей. Ты как будто погружаешься в атмосферу храмов первых христиан с их лаконичной строгостью. Как снаружи, так и изнутри все просто в убранстве храма. Кирпичные стены, прозрачные окна, орган. И даже младенец Христос с решеткой хора в стиле барокко, как бы из другого мира, не изменяет этого впечатления. Церковь Барфюсер-Кирхе крестили Бертольда Брехта. Соборная церковь Святого Морица или Маврикия, римско-католическая приходская церковь канонического монастыря в Аусбурге, названа в честь легендарного святого мученика и предводителя римского фиванского легиона III века и святого покровителя рыцарей. Основанная в 1019 году, за прошедшую 1000 лет прошло много реконструкций и изменений. Разрушенная в 1944 году, с 2008 по 2013 год была реставрирована и перепланирована. Целью было выразить ясность и минимализм. И если Барфюсер-Кирхе – это аскетическая простота, то проект, созданный лондонским архитектором и дизайнером Джоном Поусоном, был основан на концепте церковного пространства будущего. Снаружи она мало отличается от других церквей города, разве что огромным изображением на фасаде самого святого, но внутри это архитектурный шедевр. Залитая светом, создает одновременно и ощущение торжественности, и в то же время душевной теплоты. Интерьер на тебя не давит, он поглощает тебя, а фигура Христа, как бы идущего к тебе, создает впечатление присутствия и реальности происходящего. Фигура Христа, как и фигуры святого Себастьяна и святого Христофора, которые находятся в боковых нефах, работы выдающегося скульптора 17 века Георга Петтеля, которого называли немецким Микеланджело. Здесь же в боковых нефах установлены и 8 фигур святых, работы одного из ведущих скульпторов Аусбурга конца 17-го, начала 18 веков Эргота Бендля. В часовне Святой Марии находится серебряная скульптура Девы Марии с младенцем неизвестного автора, созданная в 1490 году. Внутренний двор церкви Святого Морица. Церковь имеет 2 современных органа, главный на 53 регистра с 4 мануалами и педалями, и хоровой орган на 18 регистров, расположен в нише возле мест для певчих и скрыт за сеткой. Пульт органа интегрирован в хоровые скамьи. 7 колоколов на башне церкви звонят по отдельности в течение недели в определенное время и группами перед святыми мессами. Я обожаю модерн, и третий храм, о котором я хочу рассказать, римско-католическая церковь Святейшего Сердца Иисуса, крупнейшая и одна из первых церквей в стиле модерн на юге Германии. Создана по проекту архитектора Михаэла Курца.
Построенная в 1907-1910 годах, церковь Святейшего Сердца имеет неороманский фасад, а внутреннее убранство в стиле модерн. Церковная башня высотой 72 метра с установленным на ней крестом высотой 6,5 метров является четвертым по высоте сооружением Аусбурга. Интерьер привлекает внимание благодаря своему выдающемуся модерновому дизайну. Ни одно другое религиозное сооружение в Германии не было оформлено в стиле модерн так полно, так современно и так последовательно. Ее внутренний дизайн, фрески, изумительной красоты витражи, барельефы, полные символизма – все это лучше увидеть и ощутить эту атмосферу. Если есть возможность, сделайте это обязательно, не пожалеете. В Аусбурге есть одно интересное место, которое функционирует почти в неизменном виде вот уже 5 веков, с 1521 года. Это Фугерай. Фугерай в Аусбурге – один из старейших существующих проектов социального жилья в мире. Этот комплекс был основан Якобом Фугером Богатым в 1521 году. Сегодня в 140 квартирах 67 домов проживает 150 нуждающихся католиков за годовую арендную плату без учета отопления в размере 0,88 евро. Для этого они читают молитвы «Отче наш», символ веры и «Ава Мария» один раз в день за основателя комплекса и семью Фугеров. По сей день социальное жилье содержится за счет средств фонда Якоба Фугера. С 1681 года и до своей смерти в Фугерае в этой квартире жил Франц Моцарт, прадед композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Здесь же родился его дед. А в этом доме в центре города, принадлежавшем деду Моцарта, родился его отец. Сейчас здесь музей Моцарта, и в нем же находится то самое знаменитое пианино. Состояние Якоба Фугера по сегодняшней покупательной способности достигало около 400 миллиардов долларов или около 2% от европейского валового внутреннего продукта того времени, что принесло ему прозвище «богатый». В центре Аусбурга на Максимилианштрассе находится дом Фугеров. Это здание является первым в Германии, построенным в стиле итальянского возрождения. Это целый комплекс зданий, имеющий внутренние дворики в стиле флорентийских. Один из них, Даменхоф, предназначался как сад для женщин семьи Фугеров. Сейчас здесь расположен ресторан под открытым небом. Через высокие и широкие ворота, орлиные ворота, Адлер-Тор, можно было въехать на территорию комплекса на больших конных экипажах. В настоящее время ворота являются главным входом в частный банк принца Фугера – Fürst Fugger Privatbank, который принадлежит потомкам семьи Фугер. Так что и в Аусбурге есть свой приватбанк. Если вы устали ходить по достопримечательностям Аусбурга, то всегда можно отдохнуть в его парках и скверах, а и в городе великое множество, в том числе и ботанический сад с японским парком и зоопарк. В самом центре старого Аусбурга зеленая зона Хофгартен, являющаяся частью бывшей резиденции князя-епископа. В парке, открытом для публики с марта по ноябрь, можно полюбоваться тюльпановыми деревьями, особенно красивыми в период цветения, в конце весны, в начале лета. Деревьями гинго, кустами гибискуса, глицинией, клумбами, а также самшитовыми живыми изгородями и пирамидами. В пруду с водяными лилиями обитают декоративные рыбы и европейские водяные черепахи. Рассказывая об Аусбурге, нельзя обойти вниманием его ратушу. Ратуша построена аусбургским архитектором Элиасом Холлом в 1615-1624 годах на восточной стороне Ратушной площади, на месте старой, и считается ее шедевром. От старой готической ратуши осталось только гербовый камень, замурованный в стену позади ратуши. Это здание высотой 57 метров считается одним из важнейших образцов архитектуры эпохи Возрождения в Германии и наряду с соседней башней Перлах является визитной карточкой города. Ратуша Аусбурга для своего времени являлась новаторским достижением. На момент завершения строительства это было единственное существующее здание в мире, имевшее более 6 этажей. 30-летняя война, начавшаяся за несколько лет до завершения строительства ратуши, оказала серьезное влияние на Аусбург. До войны этот старый имперский город, один из важнейших экономических центров Европы, к середине 17 века пришел в упадок. Война не только лишила Аусбург многовекового экономического превосходства в Европе, но и стоила городу более половины населения. Имперские сеймы, для которых изначально строилась великолепная ратуша, теперь
проводились в других немецких городах. Лишь однажды, в конце 17 века, ратуша Аусбурга стала местом проведения праздника императорского значения. Как говорит украинская пословица, не так склалося, як гадалося. Величие прошло, а ратуша с ее великолепным золотым залом, который занимает 2 этажа и отличается великолепными порталами, настенной живописью и великолепным кессонным потолком, теперь является туристической достопримечательностью. Рассказывая о туристических объектах Аусбурга, нельзя не сказать о его музеях. О всех говорить не буду, их много. Остановлюсь только на 2, но каких? Шацлер-палац, дворец в стиле барокко, построенный между 1765 и 1770 годами архитектором Карлом фон Леспилиецем. В выставочных залах дворца размещены различные экспозиции, в том числе работы Паоло Веронезе, Каналетто, Ван Дейка, Джованни Тьеполо и многих других. При посещении комплекса музея можно отдохнуть в великолепном саду дворца в стиле рококо. Позолоченный зеркальный бальный зал сохранился в первозданном виде с момента постройки дворца. Он считается самым художественно значимым бальным залом в стиле рококо в Германии. В этом зале, согласно преданию, во время свадебного путешествия танцевали 14-летняя Мария Антуанетта в красных туфлях с французским дофином, будущим королем Людовиком XVI. Дворец пережил Вторую мировую войну без серьезных повреждений. В 1958 году наследник семьи аусбургских банкиров фон Шацлер Вольфганг подарил здание городу Аусбургу с условием, что оно никогда не будет продано и будет использоваться исключительно в культурных целях. А чтобы обеспечить долгосрочное содержание здания, также передал городу 138 гектаров леса. Вот так бывает. Через дворец Шацлера можно пройти в Государственную галерею старых немецких мастеров, часто называемую Государственной галереей в церкви Святой Екатерины, которая расположена по соседству как раз в церкви Святой Екатерины, бывшего монастыря Святой Екатерины. Основанная в 1806 году, галерея является старейшим баварским государственным собранием живописи. Наряду со старой пинотекой Мюнхена здесь хранится самая ценная коллекция старогерманской живописи, в первую очередь живопись Аусбургской и Швабской школ позднего Средневековья и раннего Возрождения. В галерее находится всемирно известный портрет Якоба Фуггера, работы Альбрехта Дюрера, работы Ганса Гальбейна-старшего, Ганса Бургмайера-старшего, Лукаса Кранаха-старшего, Кристофа Амбергера, Леонарда Бека, Мартина Шафнера и многих других. Хотите увидеть мировые шедевры – это сюда. Но если вы не любите посещать музеи, просто побродите по старинным улочкам города, полюбуйтесь его архитектурой. Посмотрите на его фонтаны, каждый из них – это произведение искусства. Или просто посидите в кафе. Что-что, а кофе и десерты здесь готовить умеют. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы. С удовольствием буду на них отвечать. До свидания.